Всех приветствую! Сегодня у нас новый рабочий день в мастерской, и мы продолжаем. Поскольку вам зашел формат, я решил рассказать про другой мотоцикл, который у нас стоит на подъемнике, пока мы его еще отсюда не сняли. Пока мы постепенно восстанавливаем 400-ку, все более-менее согласовано, и сегодня начнем работу по ней, у нас стоит еще гантеля. Вот очень интересно сравнивать подходы владельцев BMW и владельцев Skyway. Это, в принципе, на большой выборке получается достаточно грамотно анализировать. И просто, интересна выборка. Вот перед нами мотоцикл, который я зимой с 2019 по 2020 год продал с пробегом примерно 43 тысячи. Сейчас у него 90. Я, честно говоря, поставил бы этому мотоциклу памятник за живучесть, потому что после всех моих эндуро-приключений, а я на нем ездил с 27 тысяч, я на нем был и в Европе, в куче стран, и в Абхазии, и в Воронеж ездил, в Бресте был отдельно. В общем, достаточно прилично покатался. Ничего глобального у меня с ним не происходило, я его обслуживал и ездил. Вот. У мотоцикла на пробеге 90 тысяч, еще родные шаровые, несмотря на то, что он был в эндуро-туре. Новый владелец после покупки сразу поехал на нем на Алтай. Вот. И по сути за 3 сезона проехал на нем, реально достаточно много километров. Вот. Но, честно говоря, сейчас состояние мотоцикла печальное. Пластик снят для покраски. Вот. Человек сорвал болты крепления суппорта, что-то там начало закисать. Вот, он полез сам его обслуживать в зиму, купил у нас свечи, снял радиатор, потом выяснилось, что течет прокладка клапанной крышки. Собственно, 90 тысяч никто не смотрел зазоры клапанов, это уже много, пора. По регламенту вообще 30, но на практике на 30-ке это, конечно, не требуется. Вот. То есть обычные на 90 зазоры в допусках, как и здесь. То есть зазоры здесь оказались в допусках. Вот. Но стоимость прокладки клапанной крышки в 15 тысяч рублей человека очень сильно смутила, или даже чуть больше. Поэтому мы меняем только резинки под болтами в надежде, что... резинки же отвечают за прижатие прокладки, и в надежде, что это поможет. А прокладку мы оставляем старую. По бокам, как положено, мы ее мазнем герметиком, и в нижней части. В верхней части мазать герметиком не будем. Потому что нам же потом это все и отдирать, если что. Вот. Поменяли поршень натяжителя цепи. Потому что, вообще на этом пробеге уже пора менять ГРМ целиком. Поменять поршень надо было хотя бы на 60. Но человеку было жалко потратить денег. Что-то все было не до этого. Вот. Почему-то на таких мотоциклах люди любят... приехать со словами: давай быстренько поменяем масло, мне надо завтра ехать в Европу, в Грузию и так далее. А на деле копаешь, а от мотоцикла ничего не осталось, и надо его весь перебирать. То есть здесь уже надо менять шаровые, естественно, хотя многие их к этому пробегу меняют уже второй раз. Вот. Он приехал без задних колодок, мы полезли делать профилактику карданного вала. Вот. Карданный вал оказался с люфтами в крестовинах, конкретно в задней. Вот. В общем-то, я очень настоятельно рекомендовал на этом пробеге залезть, потому что если это сделать вовремя, то можно заменить крестовины. Вот. Но если это упустить, то разовьет уши в кардане и придется менять его целиком. Замена крестовин обошлась, что-то до 10 тысяч рублей в кардан-балансе. А вот замена кардана в сборе бэушный стоит от 50. То есть и в нем, как правило, надо будет менять крестовины. Вот, соответственно, колодки у него закончились, человек отказался их привозить, сказал: я их сам поставлю. Не хочешь, чтобы тебе все сделали, пока все разобрано, окей. То есть, откровенно, человеку не очень хочется тратить деньги на обслуживание мотоцикла, хотя, на мой взгляд, он безумно много на нем проехал, учитывая его возраст. Ничего с ним не делая. То есть мне лично такой подход не очень понятен. То есть
мне довольно как бы трудно понять, как человеку, который очень трепетно относится к мототехнике и старается за ней следить. То есть, если я по каким-то причинам понимаю, что следить за ней у меня не хватает ресурсов, я понимаю, что ее надо продать тому, кто, ну, как бы к этому готов. Вот. То есть, поэтому я стараюсь ездить на свежих мотоциклах и продаю их еще на том пробеге, что вот люди после меня еще столько ездят и проблем не знают. То есть, вот вся техника, которую я продавал за всю историю Антоха Гараж, вот на ней, на всей, вот очень многие мотоциклы я знаю уже на протяжении многих лет. То есть 650-ка, которую я продал, 9 лет каталась, и все, кто на ней катались, были очень довольны. То есть она до сих пор, вот сейчас она уехала к какому-то незнакомому человеку. Вот, мы мыли сейчас редуктор, потому что, ну, мотоцикл даже вот грязный банально. То есть тормозной диск у него уже сильно за допусками. Поменяли ему пыльник кардана, чтобы хоть что-то тут было живое. Тут никогда не перебирались амортизаторы, по-хорошему их уже надо давно, естественно, смотреть. Никогда не менялись шаровые. И человек этого делать не хочет. Но, тем не менее, хочет еще ездить. Мне как бы непонятно немножко, как можно, ну, как бы, имея мотоцикл, там, условно говоря, стоящий 1 000 000 рублей, так наплевательски относиться к его обслуживанию. Ну, как есть. То есть тут достаточно много можно рассуждать, но лично мне непонятен такой подход. Возможно, у этих людей есть деньги на такие мотоциклы именно потому, что они их нормально не ремонтируют. Ну, не знаю. Ну, по-моему, есть какие-то разумные пределы. Вот. И мы видим на двух подъемниках очень интересную разницу, что владельцы мотоциклов за 1 000 000, видя счет за большое ТО, там 40 000 рублей, зачастую там 40-50 он часто бывает, кстати, довольно редко бывает больше, они говорят, что это очень дорого, надо сделать часть, сделать не все. Вот, и мы видим на другом подъемнике типичный мопед, который люди осознанно покупают недорого и вполне спокойно часто могут, учитывая его старость и учитывая более простое отношение к технике, вложить в него там 100 000 рублей, там, иногда 150. Я даже знаю 650-ку, которую человек захотел очень привести в порядок старую, хотя она была еще ничего, и вложил в нее 200. Но это была его прихоть, там многого можно было не делать. Вот, ну, то есть, по сути, ну, вот очень интересна разница между контингентами, вот, хотя люди, ну, как бы разных немножко обычно слоев общества, не всегда, кстати, то есть, очень часто со Skywave люди пересаживаются на BMW, бывает, гантели покупают себе, то есть, таких людей я знаю немало, вот, но, как говорят в сообществе, как бы... БМВшники, они как-то почему-то становятся сразу другими. Вот, то есть мне непонятен этот феномен. Я не хочу никого обижать, вот вообще, но просто уже на протяжении, ну, как бы последних, я вот активно стал погружаться в тему BMW года с 2017-го, в 2016-м начал их разбирать. И вот на протяжении всех этих лет я наблюдаю этот феномен, и он кажется мне удивительным. То есть мне довольно трудно это объяснить. Но вообще по разным моделям техники, зная там контингент людей, которые ездят там на Honda CB1000, контингент людей, которые ездят на VMAX, очень часто от характера самой техники зависит характер самого человека. И здесь вообще дело не про бедность или богатство, а про именно отношение к своему мотоциклу и вообще к его содержанию, обслуживанию. То есть это довольно интересные феномены, и они проявляются, естественно, из всего есть исключения, вот, и на BMW есть очень классные, адекватные люди, вот, но и на Skyway есть как бы люди, которые не очень понимают, с чем связались, зачем и почему, хотя прекрасно осознанно знали, с чем им предстоит столкнуться, вот, то есть, но процентное соотношение этой выборки, оно какое-то достаточно разное. То есть на Skyway таких людей 5%, а на BMW таких людей 40%. Вот, то есть, ну, то есть я про как бы людей, которые не понимают, с чем связались на Skyway, и про людей, которые адекватные на BMW. То есть
процент как бы несколько странный. Вот такое вот наблюдение. Ну а почему так, не знаю. А дальше в ремзоне стало шумно, и я не смог записать вам концовку для видео, поэтому делаю это уже из дома, когда готовится ужин. Еще не сказал, что мотоцикл требует замены подшипников редуктора, ну еще там было несколько нюансов. Подшипников крепления редуктора. Вот. Сам редуктор на гантеле условно неубиваемый. Вот, собственно. Буду рад обратной связи от вас, лайком, комментарием, дизлайком тоже буду рад. Пишите. Фидбэк от предыдущего видео достаточно внушительный. Можно сказать, замотивировал меня тут же снять еще одно видео. Поэтому я стараюсь для вас и очень рад, когда вижу от вас обратную связь. Всем отличного вечера, а я пошел ужинать.